Приветствую всех подписчиков и гостей канала «Жизнь женщин». В мире все перевернулось с ног на голову. Настало время хаоса, паники, страха, сомнений и неуверенности. Но, как говорил Ирвин Ялом, в шахматах, как в жизни, когда партия заканчивается, все фигуры, пешки, ферзи и короли оказываются в одном ящике. Как же нам оставаться спокойными в период испытаний, разрушений, уничтожения и неразберихи? В таких условиях, как никогда, необходимо восстановить психологическое равновесие и контроль над своими реакциями. Многие задаются вопросом, почему это происходит? Почему с виду достаточно миролюбивые люди в обычной жизни в периодах хаоса вдруг оказываются поглощены агрессией, с пеной у рта продвигают агрессивные идеи, порой содержащие противоречия? Например, когда ты читаешь в соцсетях или слышишь по ТВ очередную страшилку, то тело неосознанно начинает напрягаться, меняется дыхание, сердце бьется чаще. А разум еще даже не успел подумать, правдивая эта новость или нет, касается она тебя или нет. Непонимание того, что происходит вокруг и что будет дальше, вызывает неуверенность. Иногда это чувство захватывает тебя полностью, ограничивает и выбивает почву из-под ног. Многим кажется, что в этом мире, полном стресса и разочарований, нельзя не потерять самообладание. Однако это не так. Спокойствие – твое главное оружие. Если научишься быть спокойной там, где другие теряют голову и бросаются во все тяжкие, у тебя будет существенное преимущество перед другими людьми. Эта инструкция поможет тебе обрести равновесие посреди хаоса, сохранить здоровье, время и силы. Плыви по течению. Как бы мы ни представляли себе жизнь, на самом деле чаще всего она подкидывает нам солидную порцию проблем каждый раз, когда может это сделать. Называй это судьбой, вмешательством высшего существа, но его не волнуют твои цели и амбиции. Все, что ему нужно, это вносить сумбур в твою жизнь. Тебе же остается только два выбора – принимать это или нет. Жизнь бьет по тебе в самый неподходящий момент и добавляет все больше и больше, будто кто-то там сверху издевается над тобой. Но на самом деле это не имеет никакого значения. Каждый в этой жизни сталкивается с неожиданными испытаниями, и да, это зачастую болезненный опыт. Единственное, что можно сделать, это покориться, но в хорошем смысле, ведь после каждой бури обязательно приходит затишье. Происходит что-то плохое? Извлекай из этого уроки. Пытайся найти выгоду для себя в этих событиях. Разумеется, сделать это сложнее, чем наслаждаться плодами хороших явлений. Но согласись, это намного лучше, чем лежать в позе эмбриона и жалеть себя. Неудачи естественны, но за ними последует рост, если постараешься. Запомни одну из самых важных мыслей в своей жизни. Нельзя избежать провала. Как бы сильно ни старался человек уйти от проблем, они рано или поздно настигнут его. И не один, а много раз. Это нормально. Как же тогда с этим справляются успешные люди? Они верят, что какими бы ни были проблемы, из них можно выбраться, используя знания, навыки и таланты, которые приобретаются упорным трудом и самоотверженностью. Будущее можно сделать лучше, просто нужно иметь на это силы. Людям свойственно предполагать, что неудача знаменует конец жизни в том виде, в котором они к ней привыкли. Этот образ мышления был нормой для древнего человека, для которого почти любая ошибка была фатальной. Но в нашем мире в большинстве случаев неважно, как низко человек упал, он сможет выбраться из ямы сантиметр за сантиметром, восстановиться и подняться над прошлым собой. Главное – найти силы преодолевать трудности. Большинство трудностей – лишь временное явление. Находясь в постоянном хаосе, легко потерять самообладание и начать преувеличивать проблемы. Неважно, будь то опоздание на работу или финансовые трудности, человеку свойственно масштабировать их. Главная проблема мышления большинства людей в том, что они живут только в прошлом и ближайшем будущем.
То есть они либо опираются на предыдущий опыт и делают выводы, либо представляют, что будет завтра. Причем чаще всего прогнозы носят негативный характер, и человек, по сути, репетирует худшие сценарии. Чтобы оставаться спокойной посреди хаоса жизни, нужно помнить, что жизнь – игра на десятилетия вперед. Если отсечь независящие от человека исходы вроде несчастных случаев, он, скорее всего, доживет до глубокой старости и даже не вспомнит о тех проблемах, которые волновали еще 50 лет назад. Не забывай, что большинство трудностей – лишь временное явление, и человек сталкивается с ними постоянно. В зависимости от проблемы, боль от неудачи может преследовать тебя несколько дней, а то и несколько лет, но когда-нибудь она уйдет. Много раз мы слышали заезженную фразу про то, что наша жизнь подобна зебре. То белая полоса, то черная. В процессе жизни хорошее может смениться на плохое, неудачи сменяют собой положительные события, радости следуют за горестями. Надо расслабляться и смиренно принимать любой черный эпизод. На этот счет у Мураками есть точная фраза, которая помогает иначе посмотреть на метафору про зебру. Жизнь – это не черно-белая зебра. Жизнь – это шахматная доска. Здесь все зависит от хода человека. На шахматной доске тоже темные и светлые клеточки. Никто не обещает, что будут только светлые, но разница в ракурсе, в подходе. Зебра – это про фатализм, безысходность. Шахматная доска – это про ответственность. Умение брать на себя ответственность за свою жизнь, за все, что происходит с нами. И тогда проблемы постепенно будут преодолены и покажутся настолько несущественными, что даже вызовут смех из-за того, сколько им придавалось значения. Каждый раз, когда сталкиваешься с трудностями, спроси себя, будет ли это иметь значение через 10 лет? Смогу ли я вспомнить об этом? В большинстве случаев ответ будет отрицательным, а раз так, то зачем тратить на это нервы? Научись видеть в проблемах позитивные стороны. Большинство людей представляет проблемы как конец привычной жизни в плохом смысле слова. Они считают, что эта вселенная или высшие силы замышляют что-то против них, чтобы позлить или поиздеваться. Не стоит полагаться на эту точку зрения и лучше принять другую. Все происходит именно так, как должно быть. Это поможет оставаться спокойным среди хаоса. Умение искать позитивные стороны в неприятностях поможет легче переносить испытания жизни. Потеряла работу? Расцени это как возможность устроиться на новую, где тебя будут уважать и ценить. Рассталась с парнем, в будущем начнешь более яркие отношения, которые приведут тебя к гармонии. Так текущие проблемы не будут казаться такими безысходными. Чтобы оставаться спокойной, прими то, что не можешь контролировать, и меняй то, что можешь. Просто придерживайся точки зрения, что любые проблемы сегодня – это успех в будущем. Заботься о себе, несмотря на проблемы. Какая первая реакция многих людей на проблемы? Утопить свои невзгоды во вредных привычках, апатии, прокрастинации. Но чтобы оставаться спокойной в творящемся хаосе, нужно уметь сохранять оптимизм и, что не менее важно, заботиться о себе. Любые стимуляторы – лишь иллюзия успокоения. За ними приходит еще большая депрессия, погружающая человека на дно. Кроме того, со стимуляторами человек не может трезво мыслить. Когда человек находится в плачевном состоянии из-за недосыпа, голода, алкоголя и других стимуляторов, он просто не способен откинуть негативное мышление. Но ведь это так естественно – отказаться от полезных привычек и практик самопомощи, когда тебя настигают проблемы, не так ли? Да, но в такие моменты необходимо не просто не бросать попытки улучшить себя, но и браться за них с удвоенной силой. Это поможет увидеть правильные пути движения вперед и преодолеть трудности. Важно найти свой островок спокойствия. Нужно осознать и признать, что мы не можем контролировать все, да это и ни к чему. Но есть то, что может контролировать каждый. Это наши реакции.
В разгар хаоса панические мысли и действия лишь усилят напряжение. Полный сомнений и страхов разум превращается в противника, а спокойствие – это тот навигатор, который выведет из любого хаоса, из любого кризиса. Это помощник, который подскажет эффективный путь. Задумайтесь, что сейчас вы можете воплотить в жизнь, чем можете помочь себе и другим. Прислушайтесь к себе, что из задуманного пришло время осуществить. Желаю всем пережить период хаоса с наименьшими потрясениями, разобраться со своими чувствами и позволить себе воплощать задуманное в жизнь. Берегите себя и своих близких. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!